Чиновники убили женщину в Челябинской области. Таксист напал на пассажира в Новосибирске, а в Вологде сосед пытает пенсионерку песнями шамана. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. В Челябинской области по подозрению в убийстве с особой жестокостью задержаны чиновники. Предполагаемые убийцы — глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудской, депутат Брединского муниципального района Александр Брухаль, а также его сын Андрей. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета. По версии следствия, 23 февраля подозреваемые, будучи пьяными, из-за ранее возникшего конфликта похитили и убили 46-летнюю жительницу поселка Рымникский Гульнас Валееву. По словам ее сестры, погибшая и Рудской были одноклассниками и конфликтовали еще с тех времен. Рудской даже преследовал Гульнас. Перед тем, как ее вытащили из дома, она успела позвонить в полицию и сообщить, что к ней в дом ломятся. Однако помощь так и не пришла. Сестра Валеевой также рассказала, что женщину привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а затем зарезали и выкинули тело неподалеку от федеральной трассы. В управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что Гульнас жаловалась в полицию на преследование. Кроме того, на саму Валееву писали другие жители Рымникского, с которыми она конфликтовала. О причинах конфликтов не сообщается, однако по данным информагентства «Первое областное», предположительно, Валеева писала в госорганы жалобы на работу администрации поселка. В Новосибирске таксист разрядил газовый пистолет прямо в лицо пассажиру. Издание НГС пишет, что инцидент произошел сегодня днем в центре города. А местный телеграм-канал АСТ-54 Блэк уточняет, что причиной стал негабаритный груз. Складная стремянка, которую пострадавший хотел провести в машине. Возник конфликт, водитель выстрелил в лицо пассажиру и уехал. На место происшествия вызвали скорую и полицию. Проводится проверка, уточняются обстоятельства. А в Вологде граждане выступили против местного губернатора Филимонова. Они массово требуют его отставки. Они написали коллективную жалобу на него в Кремль и запустили петицию на сайте Change.org. На момент записи этого выпуска под петицией оставили подписи уже более 18,5 тысяч человек. Все началось с идеи Филимонова запретить аборты и в государственных, и в частных клиниках. Это вызвало возмущение у волокжанок. Ну а затем к этому добавилось недовольство увековечиванием памяти Сталина, установкой ему памятников, вопреки мнению местных жителей, ну и закрытием виноводочных магазинов до кучи. Впрочем, дело тут не только в алкоголе. Там люди помимо спиртного закупали продукты питания по низким ценам. Кроме того, Филимонова обвиняют в конфликтах с Северсталью и в постоянном хамстве. Автор петиции — зампред регионального отделения «Яблоко» Михаил Дорофеев. В комментарии изданию «Вот так» он предположил, что если так пойдет и дальше, Филимонову на посту осталось не более полугода. С ним солидарны и жители города, с которыми поговорили журналисты. В Ленинградской области зафиксировано загрязнение Финского залива. Как пишет паблик «Петербург Новостной», виной тому гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъемной платформы Ваенга в порту Усть-Луга. Установка принадлежит компании ГТ «Морстрой». Проверку инцидента проводит Роспотребнадзор. Ранее в Усть-Луге был поврежден танкер «Коала». На борту судна, которое несет 130 тысяч тонн мазута, прогремел взрыв. Однако проверка не выявила повреждения резервуара. Рубль продолжает укрепляться. Внебиржевой курс доллара впервые с августа 2024 года опустился ниже 85 рублей. Судя по всему, на участников рынка влияют ожидания завершения войны. Также рублю помогают растущие цены на нефть. Я напомню, еще в декабре курс американской валюты достигал 115 рублей. Также падают юань и биткоин. Последний потерял уже 6% и стоит теперь 89 тысяч долларов. За сутки криптотрейдеры потеряли более 1 миллиарда долларов. В России подорожают популярные шоколадки Сникерс, Твикс, Альпенгольд и Орео. Об этом РИА Новости сообщили в компаниях-производителях Марс и Монделез. В Ассоциации компаний розничной торговли заверили, что для покупателей цены будут повышаться медленно. В пресс-службе Марс повышение отпускных цен объяснили рекордными ценами на какао-бобы, дорогой логистикой и волатильностью валютных курсов. Еще в конце января «Известия» писали, что компания Марс предупредила партнеров о двухэтапном подорожании продукции. Ожидается, что большие батончики подорожают на 14%, стандартные на 19%, другие форматы на 13-19%, Skittles на 12%, дрожжи M&M's до 16%. В Ассоциации компаний розничной торговли также заявили, что за последний год цены на шоколадные изделия уже выросли на 20%.
Верховная Рада Украины продлила полномочия президента Владимира Зеленского. Он останется на своем посту до снятия военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Принять это постановление украинский парламент смог только со второй попытки. Накануне депутатам не хватило для этого 8 голосов. Авторы постановления как будто в ответ на последние заявления Дональда Трампа подчеркнули, что Зеленский был избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Проведение следующего голосования будет возможно, когда будет обеспечен, цитата, «всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир». Конец цитаты. Напомню, Трамп настаивает на проведении в Украине выборов президента перед началом переговоров о завершении войны. Семейная пара из Новосибирска, которая сейчас проживает в Беларуси, назвала своего новорожденного сына незатейливым именем Трамп. Об этом сообщает издание СИБ-ФМ со ссылкой на счастливого отца, которого, кстати, зовут просто Владимиром. Тот заявил, что политической подоплеки в выборе имени не было. Процитирую: «У этого есть множество этимологий. Уже через несколько лет это имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя». Конец цитаты. Впрочем, свидетельство о рождении родителям пока не выдали. И мать, и ребенок еще находятся в роддоме. Ранее в этом месяце все тот же СИБ-ФМ писал, что другая пара из Новосибирска назвала ребенка повелителем. А в конце прошлого года СМИ приводили другие необычные имена, которыми называли детей в России. Среди них особенно выделяется Россия, Святосия, Святороссия, Орешница в честь Орешника, ну и Путница или Путник, если мальчик, в честь Владимира Путина. В Волгограде пенсионерка Светлана Кучмина пожаловалась, что сосед каждый день терроризирует весь дом песнями шамана. Вероятно, цель этого действия – выселить соседку и купить ее долю квартиры. По словам Кучминой, каждое утро с 7 утра сосед 3 раза проигрывает гимн России, потом уже включается шаман, потом снова гимн. Вечером программа повторяется. И так с 5 февраля. Вот сейчас играет у соседа. Как рассказала Кучмина изданию ВИ-102, соседи снизу тоже уже сходят с ума. А она сама недавно пережила инсульт и получила инвалидность. Делить квартиру с любителем шамана пенсионерке приходится уже 3-й год. Первое время они жили мирно, но когда она ответила отказом на предложение продать жилье, сосед пообещал ей, цитата, «устроить ад». Жители дома в попытках спастись от пыток шаманом уже написали обращение в администрацию, прокуратуру и Следственный комитет. Ну а сам шаман получил обвинение от Службы безопасности Украины. Ему вменяют оправдание агрессии против Украины, а также прославление тех, кто участвует в войне. Кроме того, в обвинении упоминается поездка Z-певца в феврале 23-го на оккупированной территории Херсонской области, где он выступал на концерте в поддержку Кремля. И к самой позитивной новости дня. Кошка Муся, которую накануне мужчина сбросил со смотровой площадки Ласточкиного гнезда в Ялте, выжила. Вот она, вот она. Вот она, да. Слезай вниз. А может подплывем, я попробую взять Мусенька, девочка, Муся, Муся, Муся. Волонтеры рассказали, что Муся упала в воду, но смогла выплыть и забилась в расщелину. Кошку уже подняли со скал, теперь она отправится к ветеринару. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, смотрите другие интересные видео с нашего канала и обязательно подписывайтесь. Если у вас тормозит YouTube, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку на него вы найдете в описании или просто сканируйте QR-код, который видите на экране. Туда мы дублируем весь наш контент, в том числе и в аудиоформате. Ну и, конечно, так мы сможем оставаться с вами на связи в любом случае, даже если YouTube в России окончательно заблокируют. Берегите себя и всего вам хорошего.